Добро пожаловать на канал Мокрый Нос. Знакомьтесь, это моя Беллис, представительница породы, о которой мы сегодня будем говорить, и нарезки видео с ней будут нашим фоном. Я расскажу вам все об окрасах немецких овчарок, мы посмотрим, как цвет щенка влияет на его цену, а также в конце видео я отвечу на популярное утверждение, что настоящие немцы изначально были черного цвета. Поэтому оставайся с нами до конца, будет интересно. В стандарте породы прописано 3 вида масти. Чепрак, черный и зонарный, еще его называют волчьим. Но у каждого вида окраса есть большая палитра вариаций. Это очень похоже на то, как девчонок по цвету волос можно поделить на брюнеток, шатенок и блондинок. Но за каждым цветом скрывается целая палитра оттенков, что делает нас неповторимыми. Но те, кто красятся, поймут, о чем я. Давайте поговорим о палитре оттенков немецких овчарок, и это фото прояснит картину. Итак, мы видим, что есть 4 оттенка голубого или серого окраса. Это касается плаща на спине, который обычно должен быть черным. Оттенки коричневого. Это большая редкость, кстати. Чепрачный окрас со светлыми пятнами. Он особенно характерен для лохмачей. Беллис, кстати, живой пример этого окраса. Тигровый чепрак, тоже редкий окрас. И еще 2 чепрака со светлым подпалом и ярким красным подпалом. Давайте посмотрим, как все это выглядит на живых собаках. Пока мои питомцы скачут как лошади. Кстати, видите, у меня есть еще французская бульдожка, и есть видео на тему окраса французских бульдогов. Кому это интересно, актуально, заходите, смотрите. Черный окрас, любимый многими, но достаточно редкий, потому что даже у черной пары не все щенки унаследуют цвет родителей. Кстати, чепраки тоже могут воспроизвести на свет полностью черного щенка. Генетика – интересная штука. Черные овчарки отличаются не только окрасом, но и размером. Как правило, они чуть крупнее, у них более прямая спина и не такой спущенный круп, более длинная шерсть, и в большинстве случаев они имеют роскошную гриву на затылке и груди. Кстати, какие немецкие овчарки нравятся тебе больше? Короткошерстные или длинношерстные? А если ты еще не определился, можешь посмотреть мое видео на эту тему. А это представитель черно-подпалого окраса, именно потому что черный цвет в нем доминирует, и таких собак можно встретить тоже достаточно редко. Еще более редкий голубо-подпалый окрас, я в своей жизни ни разу не видела такую овчарку, а вы? Вот так выглядит коричнево-подпалый окрас, таких я тоже ни разу не видела. Если и в твоем случае это так, ставь лайк, узнаем, сколько нас таких. Ставь, не стесняйся, ты успеешь, пока Беллис прыгает. Только посмотрите в эти глазки. О, морда моя любимая. А твои глаза цвета виски. Это я к тому, что глаза у немецких овчарок должны быть только карие, в любой расцветке. Что касается носа, век и губ, они должны быть черные, исключительно черные. Поговорим о зонарных немецких овчарках, а по статистике таких всего 5%. Овчарка с таким окрасом похожа на волка, поэтому и окрас называется волчьим. Зонарные собаки могут быть холодного серого цвета или более теплого рыжеватого. Именно этот цвет считается первым окрасом породы на заре ее зарождения. Также овчарка – это ближайший родственник волка. Кто не знает, об этом есть много научных статей. Сейчас на выставках редко побеждают немцы таких окрасов, но многие победители соревнований по дрессировке – это зонарные овчарки. Именно поэтому в каждом 3-м поколении заводчики берут для вязки зонарного кобеля, чтобы получить умное, качественное потомство. Вот так выглядит зонарный щенок. Кстати, 8 лет назад моя овчарка Альфа родила такого волчонка. Вначале мы растерялись, но, почитав генетику породы, поняли, что в наш дом пришло счастье. Шерсть этого щенка отличалась не только цветом, но и тактильно. Она невероятно приятная, как будто шиншиллу гладишь, а не собаку. Мы поддерживали связь с людьми, которые приобрели щенка, они его очень нахваливали и говорили, что невероятно умная собака, таких они еще не встречали. Хотите верьте, хотите нет, но вот такая история была в моей жизни.
Иногда могут родиться щенки без черного плаща на спине, просто вот такие вот рыжие собаки. Такое редко, но тоже случается. И что касается черной маски на морде, за которую любят и ценят чепраков, она может вообще отсутствовать, быть небольших размеров или вообще на всю морду по-царски. Это фото чепрачной овчарки со светлыми пятнами, чтобы у вас был еще один пример помимо моей Беллис. И последние чепраки, с которыми осталось разобраться, это светлый подпал и яркий красный подпал. Вот они вместе, и, по-моему, разница очевидна. А следующее фото может тебя очень удивить, поэтому готовься. Овчарка, панда. Да, в наших странах таких собак практически нет, потому что выведена эта порода, разновидность окраса немецкой овчарки, была в Соединенных Штатах и уже считается там признанной. В нашей мастерской уже готовится видео про этих овчарок, мы не могли пройти мимо, и чтобы не пропустить интересную новую информацию, подпишись на Мокрый Нос, кнопочка подписаться ниже под роликом, сделай ее серой. Ну что, с окрасами разобрались, теперь давайте пройдемся по ценам. И самые дорогие щенки это чепраки с ярким красным подпалом. Цена такого щенка с документами $800. На втором месте щенки зонарного окраса. За такого щенка с документами придется отдать $500. Без документов можно найти и за 200. Черный щенок обойдется в $300, если он с документами, а без документов плюс-минус $100. Стандартных щенков окраса чепрак с документами можно взять за $220. Без документов щенков можно купить за $50. И да, если у щенка какие-то нестандартные окрасы или брак, то его вообще можно купить за копейки. Если ваша семья только готовится к появлению щенка-овчарки, я очень рекомендую посмотреть мое видео «Щенков ВИО выдают за немецких овчарок». Чтобы не попасться на эту уловку, ссылка на видео в описании. Помните, я обещала ответить на утверждение, что настоящие немцы изначально были черного цвета. Кто внимательно смотрел это видео, вы уже обратили внимание, что изначально у истоков породы стоят именно зонарные немцы. Но если вы хотите еще больше фактов, придется заглянуть в историю. Знакомьтесь, Макс Эмиль Фредерик фон Штефаниц, основатель породы собак, немецкая овчарка, первый президент ассоциации этой породы, и на фотографии он с первой в истории зарегистрированной немецкой овчаркой по имени Грайф. А теперь внимание! Какого цвета Грайф? Черного. Даже это старое историческое фото дает нам полное основание сказать, что это не черная собака. Но помните, что зонарная или чепрачная немецкая овчарка может являться носителем черного рецессивного гена, благодаря чему у нее могут быть щенки полностью черные. Вероятность такого чуда всего 3%, но это случается. Так что нельзя утверждать, что в прошлом овчарок не было ни одной черной морды. Но все равно утверждение, что настоящие немцы были черными, никак нельзя назвать верным. Чуть не забыла вам показать тигровый чепрачный окрас. Вот он, любуйтесь. Ну все, теперь с чистой совестью можно заканчивать это видео. До встречи в следующих роликах на канале Мокрый Нос.